Здравствуйте. Я сегодня поговорю о гороскопе НАТО. Выбираю из двух вариантов. 4 апреля 1949 года, который весьма интересно разобрал астролог Тимур Свиридов. Вы можете посмотреть на его канале этот разбор. Я столкнулся со второй версией, которая юридически, наверное, даже более правильная. Да, договор создания Североатлантического альянса, на который можно строить гороскоп, был подписан 4 апреля. Однако вступил он в силу 24 августа 1949 года после его ратификации. То есть юридически он именно с 24 августа такой легитимный гороскоп. Вот этот гороскоп я и разберу. Причем разберу только одну его часть, астрогеографическую, которая касается Европы. Именно там, где и происходят основные военные действия в последнее время, и не только в последнее время. Для этого, для начала, я выведу сам гороскоп на экран, чтобы вы имели представление, как он выглядит, о чем мы вообще говорим. Асцендент в 3 градусе Скорпиона, управитель асцендента и управитель гороскопа Марс у нас в 9 доме, указывает на большие интересы этого союза межгосударственного. Эти интересы расположены не только внутри границ, но, получается, как бы вовне направлены. Это во многом объясняет характер этого союза, который нацелен на расширение какое-то такое, идеи фикс, расширяться и расширяться. Весьма любопытно расположена Луна, она в точном соединении с Сатурном. Это не очень хорошая позиция для простых людей. Кстати, само по себе положение Марса в Раке и Урана в Раке говорит о том, что вот этот вот знак, он имеет особое значение. Как известно, вот в эти дни Марс переходит в Рак, может, поэтому это меня и подвигло этот гороскоп обсудить, посмотреть его проекции. Да, я бы хотел обратить внимание на несколько проекций, которые будут иметь отношение к делу. Это проекция Марса, Юпитера, который тоже в слабом положении, в Козероге находится, и они в оппозиции. Вот у них будет общая проекция у этой связки Марс-Юпитер. Ну и проекция Урана тоже будет играть большую роль. Почему? Сейчас вы это увидите. Сейчас я выведу на экран фрагмент астрогеокарты этого гороскопа для Европы. Здесь я не отмечаю, не отметил, как традиционно для новолуний, благоприятные и неблагоприятные зоны. Я просто здесь отметил активные зоны. Союз военный, и, в общем-то, любая планета может в каком-то степени указывать на военную активность. Ну, для начала посмотрим вот эту совместную проекцию Марса и Юпитера. Марс здесь у нас в соединении с десцендентом, Юпитер в соединении с асцендентом. Обратите внимание вот на этот город, Белград. Мы видим, он попал очень точно между этими двумя проекциями. Именно здесь в 1999 году, если не ошибаюсь, произошла неподдержанная ООН агрессия НАТО против Югославии. Была продолжительная бомбежка этой страны, которая
окончилось отделением части этой страны. И мы видим, что активность НАТО астрогеографически очень даже подтверждается. Обратим внимание и на другие зоны, поскольку сейчас вообще военная активность происходит в этой зоне, то нас интересует, насколько близко или насколько рядом проходят вот активные линии, связанные с НАТО. И здесь мы видим, что очень сильно задействована территория Румынии, Западной Украины, Молдавия, к счастью, наверное, чуть-чуть в стороне находится от эпицентра вот этих влияний. Но очень сильно задета Беларусь. И дальше уже идет это влияние на Россию, так сказать. Москва тоже в какой-то степени затронута этими энергиями. То есть вот здесь потенциально активная зона для НАТО. И еще одну зону нужно рассмотреть, и эта зона, извиняюсь, касается меня. И когда я увидел такую проекцию, это была еще одна причина вот сделать этот ролик. Обратите внимание на проекцию Урана на десценденте. Здесь он идет через центр Европы. Вот здесь, вот, кстати, я отметил этот остров Рönne. В акватории недалеко от этого острова были взрывы труб Северного потока-2. Вы видите, насколько близко, практически точно проекция Урана из гороскопа НАТО проходит по точке взрыва трубопроводов СП-2. Как вы думаете, здесь есть какая-то связь? Или это случайно? Просто случайно. Вот. Ну и мы двинемся дальше. Мы видим, что проекция Урана проходит по Финскому заливу вот как раз между Таллином и Хельсинки. Это место для тех, кто интересуется историей и вообще ведением военных действий в этой зоне Европы, не является каким-то секретом. А именно, всегда и во Второй мировой войне у Гитлера, и, может быть, в ближайших нескольких лет есть большой соблазн перекрыть этот залив для того, чтобы отрезать Россию от выхода в Атлантический океан и так далее по всему миру. Казалось бы, это теоретически, технически сделать нетрудно, потому что здесь короткое расстояние, и при современной технике это все хорошо простреливается. Но для того, чтобы это стало реальным, нужно, чтобы Финляндия вступила в НАТО. Именно поэтому нечеловеческие усилия для этого прилагаются. Именно поэтому президент моей страны, Ниинистö, обещал в свое время провести, если возникнет такой вопрос, провести референдум, но прогнулся и в 2022 году уже без всякого референдума, опираясь просто на опросы в газетах, которые неизвестно как были проведены, продавил эту тему, и парламент Финляндии проголосовал за курс на вступление НАТО, и, в общем-то, это может случиться в ближайшее время. Да, параллельно с Финляндией Швеция стремится вступить в этот блок, но, в принципе, для военных целей Швеция не нужна. Достаточно Финляндии для того, чтобы перекрыть вот эту водную акваторию. И, видимо, если это произойдет, вот тогда этот уран НАТО, он и сработает.
Сделаю небольшой прогноз. Первый прогноз, ну, такой для начала, чтобы протестировать, насколько этот гороскоп рабочий. Для этого я посмотрел заранее движение Марса, и когда он будет активировать, например, Уран, э, и Марс только-только зашел в Рак, может быть, даже это сегодня он это сделал. Кстати, Марс в Раке имеет отношение у нас к водным просторам, да, к морям, океанам. Вот, может быть, поэтому об этом зашла речь. Уран в гороскопе НАТО находится в 4 градусе Рака, и Марс пройдет, вот сейчас я смотрю по эфемеридам, 2-3 апреля, ну, буквально через недельку, он пройдет по Урану в натальном гороскопе НАТО. И, как я уже заметил давно, когда это происходит, вот эти проекции, которые соответствуют и Урану, и Марсу, они могут активироваться, что-то может начать происходить. Можете проверять. 2-3 апреля Марс активирует эту зону, эту. Может быть, это коснется событий там внутри Финляндии. Может, они что-то насчет НАТО продвинут свои действия дальше. Может быть, будет что-то другое. Здесь вариантов слишком много. И еще я бы хотел выделить, это также касается движения Марса. Я, наверное, выведу на экран сам гороскоп. По нему даже проще будет сказать. Да. Вот когда Марс транзитный пройдет по этому Урану, то ситуация может обостриться в тех зонах, которые были на карте отмечены. И второй прогноз будет касаться прохождения транзитного Марса по своему натальному положению с одновременной оппозицией к Юпитеру в Козероге. И это происходит на весьма знаменательные даты. Это происходит примерно на 8-9 мая 2023 года. Точно на годовщину Дня Победы Второй мировой войны. И вот эта вот дата, 8-9 мая, и вообще ситуация от 5 мая и до 10 мая, я уже к этим датам выходил в результате годового прогноза без всякого гороскопа НАТО. Каким-то образом эти даты очень сильно выделены. Просто гороскоп НАТО еще раз подчеркивает, что в районе 8-9 мая со стороны НАТО или какая-то активность очень даже возможна. Если коснуться делать прогноз на более дальний срок по этому гороскопу, то я бы отметил 2024 год. Срок с конца января до начала сентября. Тоже есть некоторые намеки на активацию вообще всего гороскопа в целом. Ну вот, собственно, вот это я и хотел вам рассказать. Вот эту астрогеографическую грань показать. Это касается и меня, касается многих из вас. Вот. Будем надеяться, что тот, кто предупрежден, тот вооружен. И на то, что негативные тенденции, которые заложены в этом гороскопе, не проявятся. Всего вам хорошего.